Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых писем из Gmail в виде уведомлений в Viber. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые письма из Gmail в другие системы. Например, вы сможете отправлять себе уведомления в Viber, как только новое письмо появится на вашей почте Gmail. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Gmail. Теперь необходимо указать действие. Загрузить письма новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш почтовый ящик Gmail к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. При подключении у вас может возникнуть эта ошибка. Для того, чтобы продолжить, кликаем «Дополнительные настройки». Далее кликаем «Перейти на страницу Apex Drive». На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Для этого необходимо поставить две галочки. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо указать папку, из которой будут выгружаться новые письма. В данном случае я выбираю входящую папку Inbox. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Viber. Далее необходимо указать действие. Отправить сообщение. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Viber к сервису Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Далее вам необходимо кликнуть по ссылке в этом окне для того, чтобы открылся ваш Viber для добавления нашего паблик аккаунта. Именно в этот паблик аккаунт будут приходить сообщения про новые письма. В появившемся окне кликаем «Принять». Теперь необходимо скопировать строку для подключения Viber бота и отправить ее в паблик аккаунт в виде сообщения. После того, как вы получили ответ про успешное подключение, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. После того, как аккаунт сохранен, перезагружаем страницу. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо указать, какие переменные из Gmail будут отправляться в сообщении Viber. Для того, чтобы добавить переменную, необходимо кликнуть в поле сообщения и выбрать переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. После того, как необходимые переменные назначены в поле сообщения, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ваш Viber при каждом новом письме из Gmail. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Viber». После успешной отправки переходим в Viber и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. На этом этапе вы можете изменить название связи, если в этом есть необходимость, а также указать интервал обновления, с которым будет срабатывать связь. Для того, чтобы это сделать, переходим к настройкам. Теперь выбираем интервал обновления, например, 1 раз в 5 минут. Именно с этим интервалом обновления наша система будет проверять новые сообщения в вашем Gmail и отправлять их в ваш Viber. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!